Здравствуйте, мои дорогие львы! Сегодняшний таро прогноз сделаем для вашего знака зодиака на вторую половину месяца июнь. Давайте посмотрим, что львов ожидает во второй половине июня, какие события у вас произойдут. Я напомню, что это расклад, под которым вы можете оставить сообщение, свое комментарий, лайк, если вам видео нравится. В целом написать, насколько это сообщение, этот расклад подходит вам непосредственно в вашей ситуации. Более того, не забудьте подписаться, кому это видео подходит и кто не хочет в дальнейшем пропустить мои расклады. Напомню, что сейчас у меня еще вошла такая рубрика в виде акции. Вы можете написать свою дату рождения под этим видео и поучаствовать в розыгрыше разбора, нумерологического разбора даты рождения. Кому это интересно, условия акции в моей вкладке сообщества. Ссылка тоже есть под этим видео в описании. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у наших львов огненных. Вторая половина месяца июня. Какие карты вам, соответственно, здесь выпадают? Первая карта — это карта выбора. Выбора по семерке кубков и каких-то таких, вот знаете, как сказочных вариантов, которые перед вами возникают. И некоторым из вас, возможно, представляется очень широкий выбор вариантов. Некоторые из вас смотрят на вещи сквозь розовые очки, где-то чересчур идеализируют ситуацию. То есть это не обязательно плохо, потому что, фантазируя, вы можете как будто бы на что-то вдохновиться или что-то такое вот для себя идейное, новое придумать, потому что семерка кубков — это еще и карта вдохновения и музы, которая к вам приходит, если у вас какие-то творческие идеи для вас важны, могут быть там в работе, в вашей, к примеру, в вашей жизни. Но в целом это вот варианты, то есть варианты, много возможностей, много вариантов, вы выбираете какой-то из них, или, по крайней мере, у вас есть иллюзия выбора, то есть есть как будто бы понимание, что есть несколько вариантов, вы из них должны будете выбирать. И вы рассматриваете эти варианты, думаете, ой, какой будет лучше, этот или этот, но боитесь ошибиться, боитесь сделать неправильный выбор. И здесь могут быть действительно как страх и переживания перед тем, какой выбор лучше сделать. При этом дальше карта сила, которая является вашей картой льва, посмотреть своим страхом в лицо, в глаза, и находясь перед страхом выбора чего-либо, вы смотрите прямо в лицо своим страхом. Принцесса кубков, паж кубков, творческая, интуитивная искра, которая у вас здесь зарождается, и она показывает такое, может быть, хорошее, эмоциональное или выгодное для вас, даже нет, не выгодное, больше касающееся эмоций, предложения или какое-то сообщение от кого-то, что вызывает вот такие позитивные у вас мысли, эмоции. По принцессе кубков какие-то хорошие новости могут быть, и вместе с картой мир, завершение цикла, важный цикл или важная глава вашей жизни подходит к концу, завершается. И здесь есть ощущение этого завершения, но оно триумфальное, хорошее, это как достижение, это как подведение итогов. Это означает, что в целом-то впереди вас ждет новая глава, может быть, еще лучше, чем это, и это хорошо заканчивается. То есть здесь вот достаточно хорошее завершение месяца июня. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть в целом. Карта туза кубков. Карта туза кубков. Восьмерка мечей. Опять-таки, восьмерка мечей рядом с семеркой кубков и сила. То есть уйти от каких-то страхов выбора. Посмотреть страхом в лицо. Да? И сделать этот выбор, принять это решение, потому что здесь вот в любом случае завершается какой-то этап. Да, это завершение успешное, завершение цикла. Независимо от того, считаете ли вы, что оно успешно или нет, оно успешно. Да, нужно к этому отнестись здесь так. И на этом какой-то этап или период нужно закончить, потому что вы многому здесь научились, соответственно, сделали какие-то свои выводы. И здесь вот этот период, он завершается. И если вы находитесь на каком-то более духовном или психологически эволюционном этапе, да, это может означать шаг вперед. Вы узнали от мира то, что вам было нужно, сделали какие-то свои выводы, уроки получили, двигаетесь дальше. То есть это как диплом получить по окончании какого-то урока, да, или цикла. И для некоторых из вас во второй половине июня, соответственно, из некоторых из вас, возможно, не знаю, кто-то школу прямо вот в прямом смысле слова заканчивает или университет какой-то там,
там, или что-то вот такое, и здесь как завершение это происходит. Может быть, у вас школу заканчиваете, выборы есть, куда поступить, к примеру. Да, тоже и страхи, неопределенность, боязнь сделать неправильное решение, или ваш ребенок должен, поэтому карта пажа кубков, должен сделать этот выбор. Вы переживаете за вашего ребенка, может быть, это водного знака ребенок, а может быть, нет, но неважно. То есть здесь в любом случае с этим тузом кубков, который является искрометным, радостным, позитивным и переполненным эмоциями началом, да, который идет после этого завершения, оно как бы, да, показывает этот кубок. Он единственный на этом тузе. И нужно двигаться к этому кубку, но их вариантов там много. И вы, находясь перед этим выбором, пытаетесь этот выбор сделать и принять правильное решение, но вы могли чувствовать себя в какой-то ментальной ловушке или боялись этого выбора, возможно, чересчур много думали о каком-то выборе, о каких-то вариантах и были парализованы этим выбором, этим восприятием. То есть вот находясь в этой ситуации, вы понимали, что это ваше внутреннее, да, мысленное состояние. И да, вы можете выйти из этой ситуации, соответственно, потому что вы сами себе эти ограничения придумали. Ну, давайте подумаем, почему вы здесь чувствуете себя, да, так как в ловушке загнанными. Это скорее ментальная ваша ситуация внутренняя. Не знаю, я думаю, что здесь каких-то явных причин для страхов, переживаний нет. То есть это ваше просто состояние, которое вы надумали себе. Это ваши страхи, которые удерживают вас в определенной позиции и не дают быстро принять решение. И вы придумывать можете какие-то причины, оправдания, почему вы не можете что-то сделать, или проявить в чем-то силу, или сделать какой-то выбор быстро. То есть как будто бы вы боитесь ошибиться, или думаете, что что-то вам может не подойти, или кто-то вас отговаривает, говорит, тебе это не нужно, или ты с этим не справишься. Но к этой ситуации приходит конец, и здесь есть значимый прорыв вперед. То есть такой мощный поток эмоционального обновления, исцеления для некоторых из вас, такой свежей творческой искры, которая здесь имеется, духовного пробуждения и нового пути. Следующая снова-таки под принцессой кубков или пажом кубков, карта принца кубков выпадает снова водная стихия. Здесь речь может идти про водный знак зодиака, раки, рыбы или скорпионы, которые могут иметь отношение к этой ситуации. Ну и также, в принципе, это рыцарь кубков, это кубок эмоций, чувств, каких-то чувственных переживаний. И двойка пентаклей — выбор снова, выбор. То есть вам нужно здесь, в этом вот хаосе, в котором вы находитесь, правильное решение принять, правильно взвесить какие-то варианты. В рутинных делах делать то, что необходимо для поддержания повседневной жизни, но при этом как будто бы, да, не отвлекаться от той работы, от тех задач, которые вы выполняете, даже несмотря на те ментальные страхи выбора, которые у вас имеются в конце июня. То есть у вас есть опять-таки как несколько вариантов, вам нужно принять решение. Принц кубков, может быть, не совсем четко видите и осознаете происходящее и те варианты, которые перед вами есть, потому что может быть состояние какой-то внушаемости, внушения, да, потому что в принципе, это рыцарь кубков, он советует вам следовать тому, что вас вдохновляет, что действительно затрагивает ваши чувства, и делать это с уравновешенностью, с балансом. Вы можете получать здесь хорошее предложение, хорошую какую-то возможность, шанс, и это заманчивое может быть предложение, но вы должны взвесить все за и против, потому что кто-то может опять-таки не всей информацией владеть и находиться в состоянии внушения, то есть смотреть через розовые очки на какое-то предложение. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть. Что еще здесь может быть? Карта четверка мечей. Карта солнца под картой лев. Хорошая карта солнышко, да? Ну вот опять-таки, если здесь смотреть на эти карты, то четверка мечей — это вот эта пауза, которую вы делаете перед принятием решения. Да? То есть вот, по сути, еще и вот эти две карты, которые подряд у вас выпадают одна над другой, да, карта Солнца, карта Льва, это по сути это ваши карты, они про вас говорят, и они усиливают друг друга. Солнце вообще очень хорошая карта, она где не появляется, она все освещает в раскладе своей вот, да, энергии. И опять-таки показывает, что вот это как признаменование здесь успеха в этой ситуации. Вот таким вот образом эта сила, она подчеркивается Солнцем.
Солнцем. И если сосредоточиться на Солнце, то нужно говорить о том, что все сомнения в себе, любые затяжные колебания или какие-то вопросы по поводу выбора какого-то заманчивого, то есть выбора, что делать, как поступить. В общем, все это заканчивается очень удачно. И есть какое-то прояснение ситуации, как солнышко выходит, да, греет все своими лучиками и проясняет какие-то вопросы. То есть вы здесь сталкиваетесь с тем, что вы сталкиваетесь со своим собственным «я» в конечном итоге. И свои теневые стороны какие-то освещаете и понимаете, на самом деле, чего вы хотите, что для вас важно, потому что можете заглянуть в себя, занявшись таким самоанализом, анализом ситуации, взвешивая варианты, приостанавливаясь перед принятием решений. Вот вы здесь смотрите свои страхи, своим страхом в глаза, собственно, в лицо, и принимаете решение двигаться дальше или делать какой-то выбор наконец-то, да, то есть не сомневаться, взять на себя ответственность за тот выбор, который вам здесь дается, и ну, вот как будто бы, да, посмотреть на теневую сторону и уйти от каких-то сомнений и страхов для вас. Давайте посмотрим еще карта «Восьмерка кубков». Действительно, как уход от страхов, от неуверенности, от понимание, что ну вот что-то не подходило вам раньше, да, или и просто есть, может быть, понимание, что нужно от чего-то уйти, потому что пришло время для этого завершения. Но это приносит много баланса, уравновешенности, такой вот позитивной тоже энергии по карте умеренность, потому что здесь очень много равновесия дает вам эта карта. Карта умеренности, она говорит о том, что да, вы если заканчиваете там, допустим, учебу, получаете диплом или заканчиваете там работу вашу, получаете, может быть, повышение по должности, может быть, вы здесь думаете о каком-то варианте, касающемся отпуска, там куда-то поехать, выбираете, какой вариант лучше. То есть, ну, в любом случае, здесь очень хорошая, невероятная просто карта для вас, на самом деле замечательные карты, которые здесь есть, и с умеренностью получения баланса здесь, потому что вот вы ушли от этой восьмерки кубков, оставили позади то, что вам больше не подходит, что вам больше не служит. Может быть, это какие-то люди или места, или какая-то ситуация, работа, для кого-то из вас учеба, для кого-то старые способы мышления или модели поведения для вас. Но при этом умеренность в любом случае гарантирует, что это будет хорошим временем, к которому вы идете, которое наполнено будет равновесием, умеренностью и ну, да, вас не должен пугать этот новый путь, он будет для вас очень позитивным, очень эмоциональным, и случатся вещи очень хорошие, может быть, даже те, которых вы не ожидаете, соответственно, здесь это будут какие-то достаточно хорошие для вас события. Карта принцесса жезлов или паж жезлов — это карта вашей огненной стихии. Но опять-таки, да, это по сути энтузиазм, это готовность принимать какие-то хорошие предложения, шансы для вас здесь, возможности, да, то есть вот по этой карте девятка жезлов, нужно снизить уровень защиты, который вы выставили перед собой, да, уровень защиты перед какими-то возможностями или выбором, и проявить готовность принять какой-то шанс, то есть не защищаться от возможностей, да, то есть убрать вот эту броню, которую вы вокруг себя выставили, и начать выбирать какие-то хорошие возможности, предложения, которые вам выпадают. То есть здесь, скорее всего, вот в этом заключается смысл, основной смысл этого расклада. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого!